Всем привет! Добро пожаловать на этот канал. Меня зовут Наташа. Я здесь говорю о русском языке, о русской культуре и о русском менталитете. И сегодня у нас 18 декабря. И только сейчас я начинаю украшать квартиру. Да, я знаю, это поздно, но у меня не было времени, у меня было слишком много уроков, и сегодня весь вечер у меня для того, чтобы использовать все это, чтобы украсить квартиру. Давайте посмотрим, что я буду использовать. Я заказала вот такую ветку, и я даже не знаю, как это правильно называется по-русски, просто как елочная искусственная ветка, чтобы положить ее здесь под телевизор. Обычно мы не используем телевизор, но я планирую посмотреть какие-то фильмы на новогодних праздниках, поэтому эта зона будет достаточно важной. И я также буду использовать гирлянду, вот такую гирлянду на этих ветках. Гирлянда такая, по-русски называется гирлянда роса, то есть это маленькие капли росы. А вот такая гирлянда, большая, тоже называется гирлянда, да, только уже, конечно, не роса, более привычная, обычная гирлянда, и ее я повешу на окно, потом я поменяю положение камеры и покажу. Она будет на окне. Также я планирую сделать рождественский венок. В моей голове это выглядит очень красиво, но я не знаю, получится это у меня или нет. И если получится, то в конце я вам покажу результат. Если не получится, то ничего показывать я не буду. Для этого венка у меня есть ветки, палки, которые я собрала, ну, я думаю, вы видите, которые я собрала в парке. Также для этого у меня есть шишки. Такие шишки я купила. Немного абсурдно, но да, я купила такие шишки, но вот такие шишки, например, ой, волос. Такие шишки, например, я собрала в парке, потому что я не знала, что мне нужно, что я буду использовать. И также мне нужна будет веревка плотная. Я думаю, я буду ее использовать на всякий случай. У меня есть скотч, простой карандаш, это канцелярский нож, ножницы. Также у меня есть елка, тоже искусственная. Вот это старая елка, и я думаю, что я буду использовать ветки от этой елки, чтобы вставить их в мой новогодний венок. Также у меня есть спрей снег. Я не очень понимаю, как я его буду использовать, но, может быть, буду. Также хочу сказать, что я вообще не покупаю ничего ненужного домой, просто потому что я очень давно планирую переезд, но, к сожалению, он все не случается и не случается. Поэтому здесь я тоже купила все достаточно по минимуму, так, чтобы было немного больше новогоднего настроения, поэтому посмотрим, что из этого получится. Но еще я хотела показать, я купила еще вот такую бумагу, очень плотную бумагу, и я планирую сделать гирлянду из звезд. Я планирую сделать звезды, но я не знаю, получится, не получится, будет у меня энергия, силы, время и так далее. Поэтому, если я сделаю, конечно же, я покажу. Ну а сейчас давайте начнем украшать эту зону.
Вот такая вот основа у меня получилась. И я думаю, мне этого достаточно. И сейчас я начну добавлять сюда ветки из елочки. Но сначала мне их нужно от этой елочки отрезать. Так, ну что, вот что у меня получилось. Не знаю, как хорошо сейчас видно, но в любом случае я покажу еще это на стене. И последняя часть — это отрезать эти веревочки. Потом я разложила оставшиеся шишки на ветке и повесила другие новогодние украшения. Когда я делала звезды, у нас отключили электричество. Поэтому делала я это в романтической атмосфере, при свечах. Но скоро электричество включили, так что я смогла продолжить в более комфортной обстановке. Вот такая звезда получилась. Потом я повесила гирлянду на штору с помощью скрепок, зажгла ее и повесила звезды. В четверг я сделала тесто для будущего пряничного домика. Тесто я сделала в четверг, потому что оно должно полежать сутки в холодильнике. В пятницу я решила опробовать снег из баллончика и сделать вот такой узор на зеркале в коридоре. Издалека выглядит симпатично, но вблизи не так, как я хотела, к сожалению. Ну что? Сегодня у нас уже 22 декабря, а я по-прежнему занимаюсь украшением, потому что я сделала этот венок, и он висел 3 дня, и мне кажется, он очень скучным. И я, конечно, люблю какой-то минимализм и лаконичность, но мне кажется, что чего-то не хватает, поэтому теперь я планирую его немного переделать. Для этого у меня есть разные игрушки, шарики, какие-то, не знаю, подарочки, коробочки, леденцы. Сейчас я посмотрю, как это все приделать. Может быть, я в конце еще добавлю снег, искусственный снег, но не знаю, мне не очень он понравился. Это выглядит просто как пена для бритья. Давайте уже закончим с этим венком. К венку я приклеила шишки, красные и серебристые шарики, добавила рождественские леденцы и добавила еще веток, чтобы венок был пышнее. Оставшиеся украшения я снова разложила на ветке у телевизора и, наконец, приступила к приготовлению пряничного домика. Раскатала тесто и вырезала детали дома и дополнительные декорации – елки, шары, леденцы. Настоящие леденцы красного, бордового и зеленого цвета я разбила, чтобы потом сделать из них витражные окна моего домика. Расколотые леденцы я положила в окна, и в духовке леденец расплавился и стал похожим на настоящее витражное окно. Мне очень понравился результат. Ну вот они мои детали дома, и у меня есть небольшой план, как он должен выглядеть. Сейчас я буду их раскрашивать. Мне еще предстоит научиться работать с глазурью. Линии получились не идеальными, но сам процесс доставил мне много удовольствия, хоть это и было очень долго. Потом я собрала домик, сделала дырки для ленточек и поставила крышу на место. После этого начала ставить декор, который планировала поставить вокруг дома, но, к сожалению, места для него оказалось мало. И вот мой домик готов. Я надеюсь, что это видео добавило вам немного праздничного настроения.
Я желаю вам, чтобы Новый год принес много тепла, счастливых моментов, прекрасных людей. Я желаю вам любви, здоровья и счастья, что бы это слово для вас ни значило. Увидимся в новом году. Пока-пока.